Всем привет! Сегодня у меня есть для вас универсальный рецепт по солению абсолютно любой красной рыбы. Ведь эта рыбка не только вкусное лакомство, но и прекрасное дополнение к праздничному столу. Она прекрасно сочетается с различными блюдами, будь то нарезка, салаты, суши и роллы и даже тосты. Предлагаю вместе со мной приготовить эту вкусную рыбку и порадовать своих близких. Итак, мы возьмем емкость, в которой будем солить рыбу. У меня это стеклянный контейнер. Можно взять любую другую тару, но главное, чтобы она была стеклянная, но не пластиковая. Сюда мы добавим столовую ложку каменной соли. Желательно, чтобы она была не очень мелкого помола и также, чтобы она не была иодированная. И сюда же добавим еще столовую ложку сахара, но я взяла не полную ложку. Можно взять чуть меньше, чуть больше на ваш вкус. Я не рекомендую совсем исключать сахар, так как он здорово балансирует вкус. Ну и теперь смешаем вместе сахар и соль. Ну и теперь займемся рыбой. У меня рыбы 500 грамм. Как видите, она уже у меня очищена, я такую купила. Но если у вашей рыбы будет шкурка, то я не рекомендую ее снимать. Лучше ее оставить и удалить уже потом, когда она будет готова. Теперь останется только просмотреть, чтобы не было никаких костей. Это очень легко сделать, если провести по ребру пальчиком, и косточки, если они есть, они сами как бы будут выпирать, и просто их теперь достаточно достать. И рыба готова к солению. Ну и теперь я тщательно обмажу рыбу со всех сторон солью. Иногда я просто кладу шкуркой вниз рыбу в контейнер и сверху посыпаю этим количеством соли. Рыба прекрасно просаливается. Не нужно бояться, что рыба станет пересоленой, потому что рыба возьмет столько соли, сколько ей необходимо. Если у вас, например, килограмм рыбы, то просто возьмите одну целую полную столовую ложку сахара и 2 столовые ложки соли. Поверьте, это самые удачные пропорции сахара и соли для данного рецепта. Рыба получается обалденно вкусная. Ну и теперь я просто разровняю в контейнере соль, положу сверху рыбу, накрою крышку и уберу в холодильник. Если вы любите малосоленую рыбу, то достаточно убрать ее на 12 часов, она прекрасно просолится. Если вы любите более соленую рыбу, то можно оставить ее до 24 часов и даже больше. Но не рекомендую держать ее в рассоле более 36 часов. Ну и вот, друзья, у меня прошло чуть-чуть больше 12 часов. И, как видите, рыба дала достаточное количество рассола. И чтобы рыба хранилась подольше, желательно этот рассол вылить. Само филе стало вот таким более плотным, упругим. Ну и теперь можно будет убрать рыбу в холодильник, и она в таком виде будет храниться еще 3-4 дня. Ну вот и все, рыбка готова. Теперь ее можно нарезать и подавать к столу. Посмотрите, какая красивая она у нас получилась. Очень нежная, очень вкусная. Я думаю, что ваши близкие друзья будут в восторге. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Ставьте ваши пальчики вверх, оставляйте ваши комментарии, мне будет очень приятно. Ну и я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.